Трамп что-то знает. Президент США намекнул, что Москва скоро пойдет на переговоры. Россия потеряла очередной военный самолет. Детали мига на земле. Подробности в нашем выпуске. Раскрыт заговор с целью покушения на премьер-министра. В ход должны были пойти дроны. Трамп предложил выгнать из НАТО одну из стран. Кого, обязательно расскажем. Не смешите мои томагавки. Окружение Путина испугалось собственной смелости. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина довольно скоро сядут за стол переговоров. Президент США выразил уверенность, что обе стороны имеют много причин для прекращения боевых действий и начала мирного диалога. Мы усиливаем давление, все вместе его усиливаем. НАТО — это здорово, и они наращивают темпы, и мы продаем НАТО много оружия. И, полагаю, оно идет в основном в Украину. Это их дело. Не исключил президент США и усиление санкций в отношении России. Вы планируете больше санкций против России? Я думаю, да, могу. Пока Трамп говорил о том, что Москва скоро готова будет пойти на переговоры, российская армия нанесла новый массированный удар по городам Украины, в том числе по Киеву. Основной удар пришелся по критической инфраструктуре столицы. По словам мэра Виталия Кличко, левый берег оставался без электроэнергии, есть проблемы и с водоснабжением. Метрополитен временно прекращал движение, перебои с электричеством возникли и в других районах. Российские удары коснулись и других регионов страны. В Запорожье в результате атак беспилотников погиб 7-летний ребенок. Еще 3 получили ранения. В Сумской и Днепропетровской областях введены графики аварийных отключений электроэнергии, а в Днепропетровской области была перекрыта плотина Днепрогэс. Циничная и просчитанная атака. Свыше 450 дронов и более 3 десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить. Именно гражданская энергетическая инфраструктура – главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Захватчики за последний месяц увеличили количество ударов с воздуха по Украине в 1,3 раза, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, украинское ПВО продолжает работать эффективно, примерно на 74%, но это не повод расслабляться. Энергетика, критическая инфраструктура, логистика – все это требует усиленной защиты. Нас ждут новые испытания, добавил Сырский. Военная авиация государства-агрессора потеряла очередной самолет. Речь идет об истребителе-перехватчике МиГ-31. Это двухместный сверхзвуковой истребитель дальнего радиуса действия, первоначально предназначенный для перехвата бомбардировщиков и крылатых ракет. Но захватчики используют их иначе. Именно такие МиГи обстреливают Украину ракетами «Кинжал». В этот раз, похоже, обошлось без участия украинского ПВО или секретных спецопераций ГУР и СБУ. Российские источники утверждают, что самолет упал сам. Это произошло при заходе на посадку после планового учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался, летчики выжили. Стоит отметить, что самодемилитаризация российской авиации идет активными темпами. Это крушение стало 4-й небоевой потерей ВКС РФ в текущем году. В июле в Нижегородской области разбился Су-34 при отказе стойки шасси. В апреле в Иркутской области упал ракетоносец Ту-22М3. В конце марта в Приморье разбился учебно-тренировочный Су-25 из-за отказа обоих двигателей. Израиль и Хамас официально согласовали перемирие. Кабинет министров Израиля в пятницу ратифицировал соглашение о прекращении огня с палестинской группировкой, открывая путь к остановке боевых действий в Газе и освобождению заложников. Сегодня мы отмечаем одно из наших величайших достижений в войне за возрождение – возвращение всех наших заложников, живых и мертвых, как одного целого. Сделка предусматривает поэтапный вывод израильских войск из сектора Газа и передачу палестинских заключенных. Прекращение огня вступит в силу в течение 24 часов после ратификации. В течение 3 дней Хамас должен передать всех заложников. При этом список сотен палестинцев, которых Израиль должен отпустить, пока не согласован. А остальные пункты 20-этапного плана президента США до сих пор не обсуждались, включая управление разрушенным сектором Газа и судьбу самой группировки Хамас,
Хамас, которая пока не готова разоружаться. Премьер Израиля напоминает, что тогда террористам помогут это сделать силой. Хамас будет разоружен, а Газа будет демилитаризована. Если этого можно будет добиться легким путем, отлично. Если нет, то это будет достигнуто трудным путем. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Дроны несут все большую опасность для Европы, и речь уже не о помехах в полетах над очередным аэропортом. В стране, где находится столица ЕС, сорвана подготовка покушения на ряд политических лидеров, включая премьер-министра. В Бельгии задержаны 3 молодых людей, подозреваемых в подготовке терактов с использованием дрона и взрывчатки. Имеются указания на то, что целью было совершение террористического акта в джихадистских целях, направленного против политиков. В ходе обыска в доме одного из подозреваемых было обнаружено самодельное устройство, очень похожее на самодельное взрывное устройство, но на тот момент еще не приведенное в действие. СМИ указывают, что одной из потенциальных целей мог быть премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. При обысках в домах подозреваемых обнаружили импровизированное взрывное устройство, сумку с металлическими шариками и 3D-принтер для изготовления компонентов. Имеющиеся доказательства указывают на то, что целью подозреваемых было создание беспилотника с грузом взрывчатки. Инцидент произошел на фоне роста числа неопознанных дронов над европейскими объектами. БПЛА фиксировались над военными базами в Бельгии, также над аэропортами в Дании, Норвегии, Литве, Германии. Европейские контрразведчики считают, что российские спецслужбы, лишившиеся профессиональных агентов, активизировали вербовку новых исполнителей, включая подростков, мигрантов и уголовников для диверсий и шпионажа в ЕС. Так что слово «джихад» не должно автоматически отсекать и российский след. Не все члены НАТО выполняют свои обязательства. Одну из стран Дональд Трамп предложил выгнать из Альянса. Это предложение президент США озвучил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стубом. Хозяин Белого дома имел в виду Испанию. Недовольство Трампа вызвало отставание Мадрида по наращиванию военного бюджета. Как вы знаете, я просил, чтобы они платили 5%, а не 2%. И большинство людей думало, что этого не произойдет. И это было сделано практически единогласно. У нас есть один отстающий. Это Испания. Испании нужно позвонить и выяснить, почему они отстают. А после этого Дональд Трамп между делом сделал свое неожиданное предложение. У них нет оправданий не делать этого, но это нормально. Может быть, вам стоит выдвинуть их из НАТО, честно говоря. А кого бы из НАТО предложили выгнать вы? Пишите, пожалуйста, в комментариях. В Москве так переживают из-за возможных поставок томагавков Киеву, что высокопоставленные российские чиновники запутались в показаниях. Только на днях зам Лаврова Сергей Рябков заявлял, что здание российско-американских отношений рушится, а импульс Анкориджа, возникший после встречи Путина и Трампа на Аляске, в значительной мере исчерпан. И вот уже помощник Путина Ушаков дает иные оценки. Какие-то там заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает или импульс исчерпан, это высказывание совершенно неверно. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами Анкориджа. После таких заявлений помощника Путина по внешней политике, да еще с такой миной, господину Рябкову, возможно, пора собираться на пенсию, а может даже на пару с Лавровым. Опроверг Сергея Рябкова и пресс-секретарь Путина. Дмитрий Песков констатировал, что импульс Анкориджа не умер. Учитывая, что мы продолжаем наше стремление все-таки двигаться в сторону мирного урегулирования, то здесь можно сказать, что этот импульс жив. Ушаков пошел дальше и выступил за вручение Дональду Трампу Нобелевской премии мира. Трамп все-таки хочет получить Нобелевскую премию мира. Россия поддержала бы вот такое решение комитета? Да, я думаю, в данный момент поддержала бы, если нас спросили. Что томагавки животворящие делают? Правда, Владимиру Соловьеву, похоже, забыли прислать новую методичку. Тогда давайте ядерным оружием. Долбить надо наотмашь, козырей надо заходить. С козырей. Кого долбить? Врага. Конкретно. Пожалуйста. Ну, конкретно. Центр Брюссель, Берлин, Париж. От этих предложений опытного пропагандиста волосы дыбом стали даже у одного из гостей. То есть начать полномасштабную войну в Европе. С Европейским Союзом. Совершенно верно.
Возможно, эта истерика Соловьева рассчитана только на российскую публику, но что будет, если помощники президента США наконец-то покажут шефу подборку вот таких стендапов пропагандиста и его коллег? Нобелевская премия мира 2025 года нашла своего лауреата, и это не Дональд Трамп. Победительницей стала лидер венесуэльской оппозиции Марина Корина Мачадо. Женщина, которая помогла оппозиции одержать победу на последних президентских выборах, но была вынуждена покинуть страну. Премия присуждается отважной и преданной делу борьбы за мир женщине, которая поддерживает планы демократии среди сгущающейся тьмы. Мачадо более 20 лет ведет борьбу за свободные и честные выборы, объединяя разрозненные силы оппозиции. На выборах 2024 года поддержанный ею кандидат Эдмундо Гонсалес получил почти в 2,5 раза больше голосов, чем Николас Мадуро. Но власти объявили победителем диктатора. Трамп, который публично заявлял о своих успехах в прекращении 7 войн и надеялся на Нобелевскую премию, остался за бортом. Кампании в его поддержку, включая заявление Биньямина Нетаньяху и обращение семей заложников, в последнюю минуту не повлияли на решение Нобелевского комитета. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.